Всем привет! Вы на канале Игорь Дует. И сегодня вы приземлились в Маниле, столице Филиппин. Не знаю, это хорошо или плохо, но точно будет весело. Ну что, будем начинать? Когда вы только приезжаете в Манилу, и у вас нет ни интернета, ни понимания, куда ехать, здесь есть такая Grab Pickup Point, вам здесь раздадут Wi-Fi, установят это приложение, если у вас нет, и закажут такси, вы сможете на нем уехать. Сканируете QR-код, получаете интернет, скидки и едете красиво на такси по нормальной цене и еще, может, с какими-то привилегиями. С первых секунд Манила вызывает очень необычные впечатления. Именно за такими местами я охочусь в своих путешествиях. Мы поселились недалеко от набережной, и я рассчитывал, что это будет центр. Но тут настолько разный город, что центров тут оказалось много, в зависимости от того, что вы ищете. Исторический центр, элитный бизнес-центр, центр трущоб, центр ночного туризма, семейный центр. Но вернемся к тому месту, где мы остановились, и нашим первым впечатлением. Первое, что сразу замечаешь, что это католическая азиатская страна. 80% людей католики. И католические церкви, кресты, архитектура, она везде. Это прям как у нас в причастии, дают что-то скушать, такую белую таблетку какую-то. Так, что у вас тут происходит? Сегодня воскресенье, и они устраивают вот такие вот мероприятия. Поняночки. Связано, наверное, как-то с религией. Что они раздают? А Иисус. И религия здесь очень сильно популярна, прям храмы полные, все в белом, красивом, агитируют тех, кто еще не в этих 80%. И вот такие вот тусовки. Тяжело воздержаться, не принять участие. Все тащатся на максимальном. Тут у всех установлена прямая связь с Богом. Это чудо, это халилуя, что нету сильного солнца. Это чудо, халилуя, потому что могло быть очень жарко, а сегодня небо в облаках. Это халилуя. Большинство людей в белом, я тоже, можно сказать, в светлом. Таня сегодня, походу, выделяется. Она сегодня белая ворона или черная. Я говорю халли, вы говорите луя. Я говорю халилуя. Can you explain what is it? This is the 50th church anniversary, Golden Jubilee of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by the beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Linus Almeida and the beloved children. Оцените размер этой тусовки. Проникновение религии просто огромное. Просто вот такое количество безумных поняночек этих в белых одеждах. Везде. Вот сам парк Хосе Ризаля, главный центральный парк. Вот сам Хосе Ризаль. Женщина, пожалуйста, я понимаю, это естественный процесс, но не надо прямо вот галяться и кормить на памятники. Вот это центральный парк города, обстановка примерно вот такая. Вот какая-то вот такая вот обстановка. Да и вообще в городе атмосфера какая-то стремноватая. Ты все время чувствуешь себя небезопасно. И какое-то такое ощущение, что вот не хочется куда-то уходить далеко от отеля. Все такое немножечко пошарпанное, такое какое-то страшненькое, такие люди, такие все эти стрёмные и напряжно. Хотя люди вроде улыбаются. На улицах много закоулков и неосвещенных моментов, поэтому вот так как-то неприятно гулять по вечерам. Вот вроде милый парк, да, такой, но не хочется туда вглубь идти. Начинается ералаш. We're on the street. Be careful. Give me 7-Eleven. Колоритно, да, тут? Короче, вот пристали девочки. Там мы идем в 7-Eleven, говорят. Give it 7-Eleven. What do you want? One food. А? Food. Poots? Yeah. What is it poots? Hungry. Okay, go. Давайте ради эксперимента поддержим ребят. Таня, they ask you to go to 7-Eleven, they want food. Let's buy something. One for you, food, okay? Yeah. Okay. 7-Eleven.
One for you, one for you. Food. Ой! Убил Таню. This milk? А? This? Yeah. One. Long food. And foods. Two? Yeah. Окей. Какую-то такую рыбу выбрали. И что это вообще за твари такие? Enjoy! У девчонок сегодня пир и вечеринка. И ввиду этого я создал мобильное приложение, которое обучает детей самостоятельности и ответственности с раннего детства. Оно мотивирует выполнять полезную рутину в реальной жизни. Установите, пожалуйста, мое приложение и поставьте 5 звезд в Apple Store или Google Play. Так вы очень поддержите мой канал и глобальную цель моего приложения Do It, а именно занять полезными делами всех детей в мире. Отправляемся с Танюшкой на завтрак. У нас отель без завтрака, поэтому нам нужно найти пропитание самостоятельно. Тут есть вот такие транспортные средства. И это сейчас не какой-то там частный случай, их просто куча. Это чудо называется tricycle. Имеется в виду, что у него 3 колеса, а в корне слова bicycle, с английского велосипед. Но со временем вместо велосипедов начали приделывать мопеды, а название осталось для всего этого явления единым. Вот такие местные здесь есть таксишки. Можно заказать. Сначала разбудить, а потом заказывать. Так понимаю, это местная игра такси. Все официально, легально. А если вы захотите стать участником дорожного движения в Маниле, то это будет выглядеть примерно вот так. Мы захотели и взяли в аренду байк. Смотрите, какая заправочная станция. Пистолеты висят сверху. Сейчас будем разбираться. То есть, как это работает? Ты приезжаешь на заправку, с потолка достаешь себе пистолет. Вот так вот топливо идет. И вот там вот тут неудобно на щитке ты смотришь, сколько тебе накапало. 0-0, окей. О, какой бензинчик, чтобы он так у меня не обнял. Только что чел доставал и прям так струю дал мимо. Перед каждым магазином здесь есть вот такие вот швейцары, они открывают дверь. У каждого 7-Eleven есть вот такой вот неофициальный сотрудник, который открывает людям вход в него и закрывает его. Типа ты ему как бы можешь дать монетку, там, сдачу, которую тебе в 7-Eleven не дали. То есть, короче, уровень бедности очень высокий. Кто-то пытается вот таким маленьким сервисом зарабатывать, а кто-то пытается зарабатывать просто попрошайничеством. Ну и, конечно, до повышенного уровня криминала в таких странах всегда остается один шаг. Вот такая служба безопасности абсолютно по всем Филиппинам. Все с оружием, с кулаками, с драпашами. Ходи, меня инкассаторская машина. Такую не пробьешь даже из танка. Все эти меры безопасности создают атмосферу того, что вокруг опасно. Поэтому нужно быть аккуратным, когда с телефонами не рекомендуется гулять. Вот, ну и в принципе светить своими всякими этими цацками не стоит. На Филиппины не берите свою лучшую одежду. Таня взяла тапочки Hermes на Филиппины. Я говорю, возьми нормальные, подкрадули себе какие-то. Хорошо, что хоть сегодня она их не надевала. И вот мне пришла такая метафора, я сразу решил с вами ей поделиться. Вот гуляя по Маниле, вот такое ощущение, как у тебя под носом привязан старый носок деда. Ты его не видишь, а он где-то есть. Таня сказала, если хочешь поднять мне настроение, найди мне Starbucks. Я хочу Starbucks. Где мне тут найти хотя бы чистой воды, а не то, что Starbucks? Тань, ну где я тут найду Starbucks? Что? Вот, Танечка, вот если она уже хочет свое, так она уже получит свое. Нашли Starbucks, вот такой вот задница. Чтобы вы понимали просто про качество воздуха. Мы 30 минут проехали по Филиппинам. Посмотрите на мое лицо. Раз, два, три. Черная салфетка. Это мы все дышим. Как здесь можно жить? Это последний город в мире, в котором я был, в котором я бы хотел бы просто жить. Рекорд, антирекорд. А приехали мы в самый элитный район города под названием Макати, где невероятной красоты небоскребы, дорогие рестораны и сортировка мусора. Просто посмотрите на это. Что это такое? Красота. Это максимально контрастный город. Реально не верится, что 30 минут назад мы были в другой части, и просто такая беднота, вонь, и вот просто вот такие вот небоскребы, люди интеллигентной внешности. Наконец-то Таня хоть вписывается в местный колорит. Какая интересная инсталляция. Таня, explain, what is this? Thank you, Таня.
А Манила, походу, прикидывалась. Она может быть приличной девочкой. Более того, я вам скажу, что тут даже есть казино. Есть такой торговый центр. Фишка в том, что здесь внутри есть шоу, по вечерам проходит там 6, 7, 8, танцующие фонтаны, очень красиво там с музыкой, вот, ну, для тех, кто не видел. Вот, а еще главная фишка, это мы направляемся туда. Бабулечки, дедулечки, все крутят, чтобы совпали. Семерочки. Стоимость сесть за стол. Минимальная ставка 1000. 1000 это примерно $20 стоит за этим столом. Тут вот это здесь получается $60 одна ставка. Игровые автоматики могут вообще по 1 гривне играть. Танюшка азартная. Она азартная говорит: дай мне в долг, хочу крутануть на рулеточке. Столы, на которых показывают в реальном времени, и ты играешь в такие автоматы. Короче, мы проиграли все. Таня ни разу не угадала, блин, всегда было очень близко. 32, она говорит, выпадает 33, блин. Чтобы сесть только за эти слоты, за игровые автоматы, нужно купить эту карту, на которую кладут они деньги, и на нее кладут минимум 20 тысяч песо. 20 тысяч песо это $600. Ты можешь играть хоть по одному этому песо, и ты должен купить минимум. Ну, вчера у нас был бескультурный день, поэтому сегодня мы решили начать с объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Короче, арендовали вот такую вот машинку, договорились 700 этих денег. Вот так вот лихо мы. Вроде движения, вот так вот. Въезжаем в этот старый город за стеной. Дорогу педагогу. Короче, началась тут история Филиппин вся с Испании в 17 веке. Вот, потом сюда ворвались британцы, потом сюда ворвались японцы, использовали все эти укрепления испанские уже такой более современной техникой в 19 веке. Потом японцев после Второй мировой войны выгнали американцы, а потом Филиппины получили свою независимость. Это японские пушки, которые защищали этот форт от США. Я так понимаю, это был какой-то прилет в эту пушку. Это все были здесь сражения, это все дырки от самолетов японских. 50-й, 60-й калибр оставил эти отверстия в стенах. По-филиппински или по-испански «мурос» это означает «стена». И этот город, крепость называется «Интрамурос», что означает «за стеной». А та часть города, которая была за стенами, называлась «Экстрамурос». Интрамурос внутри. А испанские вот эти вот пушки защищали эти стены по периметру. Какая движуха была в свое время. Вот этим камням 400 лет уже, сделаны из вулканических пород. Вулкан извергался, магма, вот застывала, и вот такие камни добывали и вот делали такие. Форт тоже сделан весь из вулканической породы, но обратите внимание, бетон, да, насколько остался, да, крепким. Какие глубокие ямы пооставались, повытирался камень. Они клали порох сюда, а потом заряжали ядро и поджигали. Да, испанцы. 16 века здание, низ сделан из вулканических пород, а верхнее сделано из нара-3, национальное дерево Филиппин. Вот, но сейчас его запрещено срезать, потому что его немного. Да-да. First name was Felipe, Filipinas. And after that, when Americans come to the Philippines, they rearranged the name Philippines. Колониальное наследие от испанцев. Лошади. Здесь как она зашоренная, только вперед может смотреть. Значит быть зашоренным. Они называют это колеса. Мы называем это телега. Так, in Spanish calling Buenos Dias, Yeah. and in Philippines Good morning, Good morning. good afternoon, buenas noches, buenas noches, In Spanish. Spanish. In Filipino, good afternoon. I think I know Filipino a little bit. У нас транспортный коллапс. Тут пешеходы, там лошади. Мы застряли. Это самая старая церковь Филиппин, ей 450 лет, и она находится под защитой ЮНЕСКО. Только что подписал всю эту толпу на мой канал. Это самая древняя церковь Филиппин, и сейчас приехала сюда невеста, у нее венчание. Это жених, это мама, подружки. Приехали венчаться в самую древнюю церковь на Филиппинах. Wishing fountain. Wishing fountain. So let's one for you, one wish for you, and one wish for me. Yes.
Ей! Манила Cathedral. Вторая на Филиппинах по старости. Свадебная машинка приехала на венчание в эту церковь. Невеста inside. Красивая невеста. Сегодня здесь будет свадьба. Они арендовали всю эту церковь. Меня пустили быстро сделать видео для вас, потому что все люди обычно тусуются вот там. Предлагаю взлететь над Манилой. Главный собор Филиппин находится на площади Плаза де Рома. А еще он называется Собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Все, что находится за стенами города, просто пропитано историей. Поэтому весь город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А сейчас мы видим церковь Святого Августина. На сегодняшний момент ей 418 лет. Ее стены выдержали бомбардировки Второй мировой войны. А если продолжить гулять по Интраморосу, то можно найти форт Сантьяго, который в свое время защищал город с воды. Внутри представлены фотографии, как выглядела Манила после Второй мировой войны, и это просто шок. Таня уже злая, потому что голодная. Hungry? А мы отправляемся кушать в кафе вот с таким вот видом. Вот такой вот древненький ресторанчик 17 века. Позвольте поухаживать за вами, Татьяна. Нудл Танечка заказывает. Таня настоящая тайка. Везде заказывает нудл, ну или рис. Для разнообразия. And for me, please, arroz a la cubana. Arroz a la cubana. How you say kapuka? Salamat. Salamat. How to say yes? Uh-oh. 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 Salamat. Филиппинский подучили? Кабана. А, yes? Yes, is the Cubano. I think yes. Arroz Cubano. Вот такое вот. Что-то там кубана. Бананы его с мясом вы когда-нибудь ели? Кубана довольно-таки вкусный. Таня уже вторую ложечку берет. Короче, такой фаршик с бананчиками, с изюмом, рис и яйцо в стиле под крапау сверху лежит, как в Таиланде кладут. А у Тани вот такой вот вид нудл. Танина блюдо тоже очень вкусное. Очень вкусно в этом ресторане. Ребята, и очень атмосферно. Посмотрите только на это. Запоминайте, Барас. А вот это вот сериал, вы смотрите, это про ограбление вот этого вот печатного двора, да, это бумажный дом. Из него можно? Ага. Это просто кайф. Таня, choose. Do you want to use for go the gypsy or tricycle? Tricycle. Выбор без выбора называется. Ну окей. Gypsy. Трайсикл нормально, да? Да. Да, хорошо. Таня выбрала трайсикл, но мы не могли не попробовать джипни. На Филиппинах очень много странной техники. Пожарные машины вот такие в америкосовском стиле. Но я думаю, это может даже откуда-то оттуда, только списанные. У меня просто до сих пор в голове не укладывается этот феномен этих тачек. Что это вообще такое? Как они еще на ходу вообще просто? Надо залить воды, чтобы она не грелась. Я в шоке. Честно, понять логику их маршрутов довольно-таки сложно. Как развлечение вы можете проехаться на нем один раз. Но это безумно дискомфортно, так добавок еще и дорого. Jeepney. What's the price? If you want to buy,
Buy? No, 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 no. You? Use one time for person. Use 13 peso. 13 peso. For the one. Стоимость проезда в этих машинках 13 песо за километр. Я как спросил, как они понимают, сколько километров я проеду, они говорят, примерно плюс-минус на глаз, ты куда ты едешь, и потом как бы оплачиваешь. Мне спрашивают, в Украине есть джип не у вас? Я говорю, да, только на джипе ездим. Sit down. Yes, here. Танечка, пожалуйста, присаживайтесь. Sit down. Мы сейчас едем в точно такой же машинке с Таней. Это популярный вид транспорта. Вы не думайте, что мы тут решили сэкономить. Нас много. Короче, есть водитель, сидит тетя с Google-помогачка. Она определяет, куда ты едешь, и ты платишь в начале за тот маршрут, куда ты едешь. Короче, я узнал, что по Google карте нам надо ехать 3 километра 600 метров, и у них стоимость 1 километра 13 филиппинских песо. Поэтому за двоих нам будет около 100. Довольно-таки уютненько здесь. Мне нравится. Этот водитель едет за решеткой. Я не знаю, как они эти машины управляют. Это просто. Как ты устаешь за день? Почему они не переходят на что другое? Надо постоянно подливать в машину сюда воду, чтобы она не кипела. А еще эта машина проходила сертификат. В 2019 году прошла, 2020 прошла, 2022, 2023 прошла, 24 пока не успели еще. Уже 25. Самый популярный филиппинский транспорт. Эти машины с 1935 года эксплуатируются. Я не знаю, как их чинят, но они еще на ходу. Прямо в процессе движения водитель подливает воду, чтобы она не закипела. Но этого все равно мало, чтобы поддерживать этот тарантас. Спасибо. But it's for sale, вот. Нам что-то раздали для продажи. Каждому разложили на колени вот такие вот какие-то красные конвертики. Вот такой ребенок. Это что-то значит. Скорость посмотреть вообще не получится, потому что видимость просто нулевая, только на асфальт в основном. Can you stop somewhere? И вот так просто выпрыгиваем. Йоу! Йоу! Таня на вот таком вот джипсе только что каталась. Ну а дальше мы полетели на остров и в одноименный город Себу. Приключения, которые ждали нас там, смотрите в новом видео.